Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе Автоботы захватят мой канал. Аниме начинается с нашего прота по имени Анока Такамия, который садится в автобус, чтобы поехать в свою школу. Там он рассказывает нам, что он всего лишь простой ученик, который думал, что сегодня будет обычный день, но в этот момент в автобус садится темноволосая девушка черная, из-за чего ее окружают все фанатки. Эль Прота чувствует себя ужасно, потому что каждый раз, когда она едет в одном и том же автомобиле, фанаты сходят с ума. В этом случае девушка по имени Аяка Кагари проходит сквозь толпу без какого-либо выражения на лице. По прибытии в старшую школу Прота замечает, что Аяка – дочь директора школы, по этой причине ему кажется абсурдным, что, приехав на машине, он решит приехать на общественном транспорте. Затем он упоминает, что никогда не думал, что это будет иметь к ней какое-то отношение, поскольку хотя он сидит рядом с ней каждый день, они никогда не разговаривали. Он внезапно роняет ластик, и когда он идет за ним, девушка сначала поднимает его и дает ему в руки. По окончании урока фанаты обвиняют его в том, что он намеренно выбросил черновик, чтобы Аяка его подобрала. Поэтому они просят парня по имени Обама ударить его, чтобы преподать ему хороший урок. И перед уходом предводительница велит тебе больше не сметь беспокоить принцессу. Позже, когда Прота идет по проходу, неся несколько листов в гостиную, девушка из группы Аяки забирает у него фолианты. Позже он наблюдает, как поклонницы продолжают кружить вокруг девушек, пытаясь привлечь их внимание, в то время как упрямый Прота думает, что с ним обращаются как с препятствием. Даже в его жизни его собственное сидение, потому что они толкают его локтями и подталкивают, чтобы он был рядом с Аякой. Позже ребята в гостиной приглашают его после уроков в караоке, но он отвечает, что не может, потому что он отвечает за уборку, и когда он идет выносить мусор. Он замечает, что в ведре лежит плюшевый кролик с запиской о том, что будет дождь из школьных зданий в этот день. И как раз в это время на него падает тень, и, подняв взгляд, он обнаруживает башню с часами. Она падает на него с огромной скоростью, и я не дал ей времени среагировать, однако, открыв глаза, она удивлена, что он не мертв. К тому же она упоминает, что что-то очень плохо пахнет. Сразу после этого он замечает, что встречаются руки Аяки, на которой наряд ведьмы. Увидев это, он очень нервничает, но она просит его не двигаться, потому что он может упасть с метлы, так как, по-видимому, она несла его на своей метле. Внезапно появляются два кролика-робота, которые начинают атаковать их. Она использует свою огневую мощь, которая очень легко их уничтожает. Однако они встают, охваченные пламенем и готовые атаковать снова, поэтому Аяка просит Прота держаться поближе к ней. Там он стреляет в них очередями из своих рук, но эти существа очень быстро приходят в себя и продолжают атаковать своими мечами. В этот момент девушка с ушами животного зовет Прота в укрытие. Тогда он предполагает, что она подруга Аяки. Он шел к ней, но вместо этого увидел, что она пытается убежать. Когда он достигает угла, его ждет армия кроликов, которые немедленно ставят его на колени. Затем он подходит к женщине, у которой отсутствует глаз, и достает топор, чтобы отрубить ей голову. Не понимая, что происходит, Эль Прота думает, что все это очень странно, и что это должно быть всего лишь сон. Тем не менее, Джака сжигает кроликов и ругает Проту, потому что она приказала ему оставаться рядом с ней, чтобы защитить его. Но он отвечает, что даже в его собственном сне он не мог понять, что происходит. Сон все еще очень красив, однако она объясняет ему, что это не сон, и что ее миссия – спасти его. Поэтому Прота злится, потому что ей не нужно было рисковать своей жизнью, чтобы спасти его от кроликов. Там он замечает, что волосы Аяки горят, и снова кричит на нее, что я не должен был ему помогать. Он также добавляет, что ее волосы подобны чуду богов. Говоря это, Эль Прота сожалеет, что сказал это, поскольку они едва ли были одноклассниками в течение месяца и даже не разговаривали до этого. Но в этот момент к ним подбегает кролик, и Эль Прота встает между ними, чтобы защитить девушку, и этот бьет его с очень гигантской колодой. Аяка медленно реагирует, но затем подбегает к нему и берет его на руки. Она говорит, что это была его вина за то, что он не закончил работу. Затем мы видим, как от гнева из его тела начинает выходить огонь. И затем он запускает силу, которая сжигает кроликов сразу за все. Там мы обнаруживаем, что причиной всего этого является девушка с ушами животного, которая трусливо убегает с места происшествия, поклявшись вернуться, чтобы уничтожить огненную ведьму. Затем, во время смены сцены, Прота просыпается, и Аяка спрашивает его, как он себя чувствует. Она не знает, где он находится, поэтому она говорит ему, что они находятся в его личной комнате в школе. Там она рассказывает ему, что все, что произошло, не было сном. К тому же добавляется, что он не знает, где находится. Когда-нибудь он вам все это объяснит. Потом она приглашает его к себе домой, потому что ей больше не нужно
нужно защищать его тайно. Именно в этот момент Прата понимает, что она всегда была на его стороне, чтобы защитить его, поскольку Аяка каждый день садится в один и тот же автобус и садится рядом с ним на улице. Класс. По дороге домой она признается, что ее миссия – защитить его любой ценой, потому что он ее хозяин, но он ничего не понимает из того, что она говорит. Ни причины, по которой она называет его принцессой Такамия. И пока они идут, Прата рассказывает, что после этого они больше не разговаривали, а от девушки исходил сладкий аромат. На следующий день он, как обычно, идет в школу, но на этот раз она просит его сесть рядом с ним в автобусе. Кроме того, они гуляют вместе, вызывая гнев его группы от фанатов. Прата не может справиться с этой ситуацией, и у него болит живот, поэтому он убегает в ванную. На выходе поклонницы Аяки плачут, и он спрашивает ее, почему она встречается с Анокой. Позже, когда Прата возвращается в зал, они снова сталкиваются с парнями, которые его избили. Лидер приказывает Обаме избить его, одновременно спрашивая у Прата, почему такая дрянь, как он, ходит рядом со своей милой принцессой. Однако в этот момент появляется Джека, чтобы защитить его. Все поражены тем, насколько она внимательна к Проте. Она застегивает воротник его рубашки и говорит, что если кто-нибудь попытается причинить ему боль, он сожжет их заживо. Позже за обедом Прата чувствует себя очень неловко из-за того, что его окружает ее фан-клуб. Она кладет ему в рот сосиску, вызывая зависть и ненависть всех фанаток, так как они ждали возможности пообедать с Аякой. Однако огненная ведьма разъясняет ему, что именно она решает, с кем поесть. Но Прата встает расстроен, говоря, что это тоже его решение уйти. Тогда почувствуй себя виноватым, потому что она не пытается быть плохой. В этот момент она смотрит на башню с часами, и ей кажется очень странным, что здание вернулось в нормальное состояние, как будто ничего не произошло. Внезапно появляется блондинка, из-за которой все произошло, и признается Проте, что чтобы пойти за первым, она должна была убедиться, безвреден он или нет. Тогда у него получаются большие белые комнаты и шляпа с кошачьим лицом. Там представилась девушка и сказала, что ее зовут Тампопо Кураичи, и что она принадлежит ведьме башен. Сразу после этого она начинает оборачивать его, но Джака бросает в нее вспышку, которая автоматически заставляет ее уйти. Это говорит огненной ведьме, что Прата принадлежит башням. Затем щелкает пальцами, и появляется еще одна армия кроликов, которые гораздо лучше вооружены, чем в прошлый раз. В этот момент раздается взрыв, и все замолкает. Затем Прата открывает глаза и обнаруживает, что Аяка пронзена мечами. Он в слезах кричит ей, почему она помогает ему таким образом. Потом он понимает, что это была его вина, поскольку если бы он не разлучился с Аякой, она бы не пострадала. Тогда раскаявшийся говорит ему, что он, должно быть, поверил в нее, что бы ни случилось в тот момент. Но в спокойной манере она спрашивает его, не уйдет ли он завтра в обеденный перерыв, как и сегодня, на что Прата смущенно отвечает, что не уйдет, не сказав, однако он хочет помочь ей, вызвав скорую помощь. Однако она объясняет ему, что ее тело сделано из огня и ей не нужно беспокоиться, потому что она скоро с этим покончит, и, наконец, просит его закрыть глаза. После этого он вызывает сильный взрыв, который уничтожает армию, и выходит на улицу с заряженным протоном в руках. Затем он направляется к Кураиси и говорит ему, что сгорит вместе с остальными, но прежде чем он нападает на нее, девушке удается сбежать на руках одного из его роботов-кроликов. Потом Жака просит Прата открыть глаза. Тут Прата удивлен, что она пришла в норму, и замечает, что девочке это загадка. Позже, когда он возвращается домой, Прата извиняется за обед, а также благодарит его за колбасу, которую я положил ему прямо в рот. В следующей сцене учительница объявляет, что у них будут новые подруги по обмену. Сразу после этого она входит в Кураиси вместе со своими другими одноклассницами из Ласторос, и они автоматически начинают представляться. Увидев их, Прата испытывает страх, поэтому Джеки замечает, что, конечно, само собой разумеется, но все они ведьмы. В последующие дни Прата приходит в школу, и ему кажется странным, что его учительница не приехала на автобусе. Там он задается вопросом, случилось с ней что-то или нет, потому что он не думает, что причина в том, что она заснула. Тогда он планирует искать ее по всей школе, но, войдя в класс, обнаруживает, что Джака держит ведьм в узде, сжигая их из огнестрельного оружия. Она рассказывает, что наложила на него заклинание, чтобы она пришла бессознательно. Затем она объясняет, что пытает их, потому что Прата упоминал, что они будут проблемой. Тогда он чувствует себя очень виноватым и просит ее немедленно потушить огонь. Впоследствии измененный Крайши кричит Яке, что он просто хотел прийти в школу с миром.
Он также ругает Прота за то, что тот обучал его жену. Тем не менее, Прота спрашивает его, почему его преследуют. Там девушка объясняет, что им нужна только белая вещь, которая есть у нее внутри, и правда в том, что для этой части аниме это уже звучит довольно мрачно. Но в этот момент другая партнерша по имени Мэй Минова входит через крышу и автоматически похищает Прота. Она также освобождает своих партнерш, чтобы они взяли на себя ответственность за огненную ведьму. Однако Аяка проходит сквозь стену с большим взрывом. Тогда мы видим, что другие ведьмы были очень легко побеждены. И когда они идут к Мэй, белая кошка девочки кусает Прота, испуская вспышку. После этого Аяка берет его на руки, и когда она идет противостоять ведьме, он убегает так же, как и вошел. Мы также видим, что снаружи кролики отступают, потому что знают, что не смогут победить ее. Во время смены сцены Прота снова просыпается в личной комнате Аяки. Там он замечает, что рана на ее шее исчезла, но также обращает на себя внимание, что она в шарфе, которую окружают какие-то плавающие существа, похожие на кошек. Аяка обеспокоена тем, что ведьмы в башнях продолжают нападать на Прота каждый день, затем он понимает, что шарф, который она носит, предназначен для того, чтобы прикрыть рану, нанесенную ей во время боя, поэтому Прота говорит ей о том, что она не позволит, чтобы ей продолжали причинять вред так или иначе. Таким образом, наконец, чтобы не оставаться обузой, я предлагаю тебе стать его учеником. Затем мы видим двух девушек, сидящих в ресторане в сопровождении двух странных существ. Одна из них человекоподобный крокодил, а другая какая-то кукла с гигантской головой. Там мы узнали, что их прислали на зов, и что она впервые была продана примерно за 130 лет. В этом медноволосая девушка по имени Хрануар отмечает, что несмотря на то, что они не подруги, они были вместе в разное время. Однако мы видим, что Казани, похоже, все равно. В этот момент Хрануар формирует странную фигуру со своей вилкой, чтобы затем сказать, что война рано или поздно разразится. На следующий день Аяка звонит Проте по телефону, чтобы они встретились. Позже, когда он ждет ее возле магазина, думает, что она самая красивая девочка в школе. Тем не менее, он удивлен, увидев, что она пришла в униформе. И спрашивает, почему он сегодня так поступил на день это. Она рассказывает ему о том, что она сначала прошла через школу, прежде чем прийти сюда. После этого они идут по переулку, и она объясняет ему, что она ведьма, нанятая в мастерскую. Аяка замечает, что такого рода ведьмы строят мастерские, где люди собираются и строят города. Они следят за этими городами, чтобы они не использовали магию во зло. Кроме них есть ведьмы, которые используют магию в корыстных целях. Их называют башенными ведьмами, и они всегда пытаются посеять хаос в мире. Хотя причина, по которой они разрушают, до сих пор неизвестна, потому что им все равно, что произойдет и умрут ли невинные люди. Тогда я признался ему, что если бы Прота попал к нему в руки, в мире были бы проблемы. Он добавляет, что если бы это произошло, человеческая раса погибла бы, а Земля взорвалась. Позже они войдут в кафе «Горничная», которое мы видели ранее. Там одна из работниц рассказывает Джаки, что утром пришли Крануар и Казани. Он также сообщает ей, что они видят все больше и больше ведьм в башне, поэтому девушка спрашивает его, не происходит ли что-нибудь в городе. Позже мы замечаем, что Аяку раздражает присутствие официантки, но перед уходом девушка шепчет Проте, чтобы он присматривал за девушкой-принцесса. Позже, пока она отвлекается на покупки в торговом центре, Прота ждет ее на улице с сумками. Там появляется еще одна группа ведьм, которые планируют забрать его у нее. Однако Аяка трансформируется и бросает в них огневую мощь. Тем не менее, Проте удается спасти девушку, которая была на месте. Затем, увидев, что они не могут выполнить свою задачу, группа ведьм решает сбежать. Во время смены сцены, когда они возвращаются домой, они понимают, что Си несколько уязвим. Поэтому он принимает предложение Прота и спрашивает его, не хочет ли он стать его учеником, поскольку его отец и его семья были в опасности. Я намерен научить его какой-нибудь магии, чтобы он мог защищаться. Там он упоминает, что это не закончится, пока он не устранит босса башен. После этого Прота на секунду замолкает и спрашивает его, почему он не использовал магию против него, заперев его где-нибудь. Но она гладит его по голове, говоря, что он не обязан беспокоиться об этом. Сразу после этого она спрашивает его, готов ли он уже к завтрашнему экзамену, поскольку она заметила, что ему очень трудно дается предмет по грамматике. Тогда он замечает, что это причины, по которым ему следует беспокоиться. Позже они доберутся до мастерской ведьм. Войдя в офис, мы обнаруживаем, что Казан – директор, а также мать Аяки.
Она говорит своей дочери, что только что звонили с жалобой на торговый район. Там она ругает ее за то, что она нанесла такой большой ущерб, потому что разрушила пол в здании клуба. После этого она направляется к Проте и приветствует ее в мастерской ведьм. Затем, во время смены сцены, они оказываются лицом к лицу с группой башен. Кураиси говорит, что на этот раз они взяли бы Эль Прота, но даже его напарница не уверена в этом, так как считает Джейка непобедимым. Тем не менее, это говорит Эль Проте, чтобы она внимательно смотрела и училась у своего учителя. Затем ведьмы используют стратегию быстрого течения и бегут к ним, но тут почти одно движение их метлой, и она производит взрыв, который заставляет их взлететь в воздух. После этого они приходят в школу, и там Прота открывает свой шкафчик, и на него падает множество писем с ненавистью из фан-клуба принцессы. Затем они входят в гостиную, и она дает ему несколько книг, чтобы он начал учиться. Плюс она говорит ему, чтобы он рассматривал это как часть своего обучения. В этом она приближает свое лицо к его, и брошенный протазан думает, что у него сладкий запах, но вокруг него бушуют девушки, желая ему смерти. В следующей сцене учитель физкультуры просит учеников составить пару, чтобы поиграть в теннис, поэтому Прота остается с принцессой. Однако мы видим, что именно она набирает все очки в матчах. Зеленая Аяка, которая не умеет играть, подходит к нему и поправляет его позу, что снова вызывает гнев окружающих. К концу урока Эль Прота совершенно истощен. К тому же он терпеть не может ненавидящих взглядов всех учеников. Потом они садятся в автобус, но понимают, что Хронуар его подставил. Ее сопровождает крокодил, и она использует магию, чтобы управлять транспортным средством. В этом она произносит заклинание, которое парализует Джеку, а затем нажимает кнопку, которая взрывает принцессу, но при этом не оставляет на ней ни царапины. В этот момент Прота попадает в середину, чтобы не дать ему и дальше причинять ей боль. Поэтому Кронор объясняет ему, что как бы он ни старался, убив ее, ты этого не добьешься. Впоследствии она подходит к нему и вонзает нож ему в живот. Именно тогда мы обнаруживаем, что для того, чтобы победить ее, он должен причинить боль Проте, поскольку она опекун. Там мы видим, что у него нет никаких ран, но там он падает на землю, истекая кровью. Хронуар объясняет, что это называется переносом урона, и это означает, что любая рана, которую он получит, причинит вред принцессе. Затем он добавляет, что эта сила работает только тогда, когда вы двое рядом. После этого крокодил хватает Прота за спину, удерживая его в воздухе. Хронуар предупреждает его, что если он не заткнется, она умрет. Позже он замечает, что это цена, которую Аяка должна заплатить за заключение с ним контракта, поскольку она поклялась служить ему и пожертвовать собой ради Прота. Тогда она признается, что не знает, что происходит в прошлом, но они оба связаны прочными узами. Затем она замечает, что если он хочет спасти ее, он должен дать ей больше магической силы, используя белую вещь внутри нее. Сразу после этого она предлагает ему таблетку, которая высвободит его силу, но Прота знает, что если его похитят ведьмы башен, человечество погибнет, а планета будет разрушена. Тем не менее, она подносит таблетку к губам и планирует дать ему в рот поцелуем, но в этот момент Хайка выпускает струю зеленого дыма, чтобы разнять ее. Однако она оказывается очень ослабленной и падает на землю. Затем он касается ее лица, говоря ей, что на мгновение она станет тем, кем она не является, поэтому она просит его закрыть глаза. И плачущий Прота спрашивает, может ли он еще чем-нибудь ей помочь, на что Джака отвечает, что он думает только о ней. Затем ее волосы меняют цвет, и она пронзает Хроноида жезлом в форме креста. Перед смертью девушка говорит, что ее красота уже раскрыта. Она также упоминает, что хотела бы еще немного поиграть со своими созданиями, но, к сожалению, она должна уйти. Она в конечном итоге поглощена пламенем без смены сцены. Мы видим, как Прота просыпается на автобусной остановке. Он кричит Зеленому, что Аяка без сознания на улице, поэтому я несу ее, чтобы отнести внутрь. Пока она отдыхает, Прота достает из кармана таблетку в форме леденца, которую дал ему Хронуар, и решает спрятать ее в своей комнате. На следующий день он встречается с Аякой, чтобы получить свой первый выбор магии. Но он считает, что этот костюм колдуна, тем не менее, несколько смущает, она отвечает ему, что он ей очень идет, и начинает его фотографировать. Впоследствии он просит тебя прыгнуть как можно выше. При этом Прота падает в объятия Аяки. Там она просит его нести ее так же, как она всегда это делает. Затем она поднимает его на руки и думает, что он очень легкий, однако она говорит ему, что он очень медленный и что она не поняла намека. Во время смены сцены группа башен и группа звезд спорят за то, кто возьмет Прота. Кураичи злится, что звездная группа также перешла в школу, к тому же она считает неуважением, что одна из них приехала верхом на лошади над пламенем. После этого мы возвращаемся к обучению колдовству, но пока он учит призывать метлу, ученики приходят на его урок физкультуры, поэтому они должны продолжить в другом месте.
Аяка показывает ему, что когда она носит костюм невидимых для других людей, так как на мантиях есть заклинание, которое не позволяет им их видеть. На выходе она спрашивает его, боится ли он высоты, а затем внезапно хватает его и поднимает в воздух на метле. Находясь наверху, объясняет ей, что это будет его летная практика, пока он не сможет вытащить свою метлу. Позже, возвращаясь в школу, Прота замечает, что группа хулиганов нападает на девушку, за что, однако, говорит Джеки, что она должна вмешаться, а она отвечает ему, что ее не волнуют дела людей, поскольку ее функция защищать город от злых ведьм. Но Прота настаивает на спасении девушки, поэтому он набирается храбрости и в конце концов ему удается вызвать метлу, однако он падает, потому что не знает, как ею пользоваться. Когда он спускается, она кричит ему, что метла похожа на ее служанку, и благодаря этому совету Проте удается управлять ею и избежать падения на асфальт. После этого он на полной скорости направляется к хулиганам, которые приставают к девушке, но врезавшись в них, они валяются на земле. Затем, увидев ее наряд, они начинают насмехаться. Там они планируют избить его и оставить голым. Однако они прибывают, чтобы защитить его, устроив взрыв. Затем, во время смены сцены, они показывают нам двух охранников, наблюдающих за монолитом, где в ловушке находится Медуза, которая является лидером группы башен. Они объясняют, что это существо очень опасно, и поэтому они должны быть заперты вместе с максимальной безопасностью. Один из них замечает, что точно так же ухаживать за этим монстром – простая задача. Но в этот момент они пугаются, увидев, как Медуза улыбается, высунув свой змеиный язык, и тут же разбивает стекло, которое его удерживало. Поэтому мы предполагаем, что он сбежал из тюрьмы строгого режима. После этого мы видим, что группа башен обсуждает в кафе, как лучше похитить Прота. В этот момент появляется Хронуар, который спрашивает, может ли он присоединиться к разговору. Затем он говорит, чтобы они не беспокоились, так как она тоже принадлежит к группе башен. Тогда мы можем понять, что Хронуар не умерла в предыдущий раз, когда ее поглотил огонь. В следующей сцене мы видим, как Прота просыпается в своей комнате. Выходя, здоровается со своей матерью, которая готовит завтрак. Но когда он входит в ванную, его сестра Кадзуми начинает задавать ему вопросы о том, кем была девушка, которая позвала его домой в воскресный день. Она ведет себя так, как будто не знает, однако быстро меняет свое отношение и рассказывает ему, что в тот день видела, как он встречался с принцессой Якой. Затем Кадзуми угрожает ему феном, чтобы он объяснил, почему с минуты на минуту он проводит время только с этой девушкой, поскольку он никогда не был популярен. А вместо этого рассказал Джеку, что она школьная принцесса и все ее любят. Кроме того, эти слухи преследуют ее в старшей школе, так как все знают, что она сестра Прота, и ежедневно задают ей много вопросов. В этом мы видим, что Прота нервничает, потому что не может сказать ей правду. Наконец, он уже говорит ей, что сегодня вечером пойдет в свою комнату и продолжит допрос. По дороге в школу Прота бежит к автобусу, чтобы не пропустить его, потому что он остался с Аякой, чтобы путешествовать вместе. Однако Крайчи устраивает ему ловушку со своими роботизированными кроликами. С другой стороны, другие девушки в башнях окружают Джаку, чтобы отвлечь ее от спасения Прота. Позже мы понимаем, что Кронуар был тем, кто разработал план, раскрывающий секрет победы над принцессой, разлучив его с хозяином. Тем не менее, она говорит ему, что он не может участвовать в засаде, потому что несколько дней назад он потратил много энергии на создание конфет для Прота. И по этой причине у него закончилась магическая сила. Потом мы возвращаемся на место происшествия, где он связан и готов к похищению. Внезапно появляется его сестра, чтобы защитить его верхом на гигантском роботизированном медведе. Увидев это, Курайчи выращивает одного из своих кроликов, прося его такого же размера. Тогда он начинает драться, что приводит к большим разрушениям по всему городу. Однако прибывает еще одна ведьма верхом на монстре-скелете, и они собираются атаковать между ними. Но в этот момент Касуми увеличивает размер своего медведя, оставляя остальным никаких шансов на победу. Она говорит, что они не могут победить ее, потому что у них великая миссия – защищать ее брата и город, в котором он живет. Затем они наступают на врагов, вызывая взрыв. Затем спускайтесь туда, где находится Прота, который удивлен, потому что никогда не предполагал, что его сестра станет ведьмой. Но Касуми объясняет ему, что до прибытия принцессы именно она защищала ее. В этот момент Прота думает, что Джейк в беде и должен ей помочь, но она жива и невредима из-за медведя. Впоследствии мы видим, что Кадзуми ревнует к ней, поэтому она дает ему понять, что Прота принадлежит ей, когда они находятся в доме, и что она в безопасности. В праздничные дни, в то время как Аяка может защитить его в автобусе и в школе.
Тем не менее, она игнорирует ее и направляется к Проте. Там она гладит его по лицу, говоря ему, что отныне она будет защищать его 24 часа в сутки, так что с сегодняшнего вечера вы будете жить вместе в его доме. От этого объявления у Проты и Кадзуми захватывает дух. Во время смены сцены мы видим, как режиссер Казане получает известие о том, что Медуза сбежала из тюрьмы. Она думает, что у нее будет больше власти, поскольку когда она была заперта, она отдавала приказы группе башен, и теперь, когда она выйдет на свободу, она будет намного опаснее, чем раньше. Позже мать Прота просит Джеку хорошо заботиться о ее сыне, так что он и его сестра чувствуют себя намного опаснее, чем раньше. Очень стыдно. После этого он признается им, что знал раньше, что принцесса станет его невестой. А затем рассказывает, что все началось давным-давно, когда она ходила в школу с Казани. Там она замечает, что мать Аяки все называли ее зуб дракона. Она упоминает, что они обе были очень близки до такой степени, что обещали пожениться, но не могли этого сделать, потому что были очень-очень молоды. В конце концов, они решили выйти замуж за мужчин, хотя поклялись друг другу, что позволят своим детям, если они смогут обручиться. Однако смущенный Прота объясняет, что то, что он жил рядом с Якой, было случайностью, так как ей нужно, чтобы он был рядом, чтобы она могла защитить его. Из этого мы видим, что Кадзуми в ярости и не думает позволять своему брату покидать дом. Но мама говорит ей, что она должна отпустить его, и она думает, что странно, что она каждые 2 дня ложится в постель Проты, потому что не может уснуть. И к тому же купайся с ним несколько раз в неделю. Там Кадзуми упоминает, что в этом нет ничего плохого, потому что это ее право как сестры. В этот момент мать останавливает ее и велит Проте собрать все и уйти. Потом мы видим, как он уходит с Аякой, в то время как сестра клянется, что вернет его. Позже он извиняется перед принцессой, говоря, что его семья немного странная. Вот она спрашивает его, не возражает ли он жить с ней, на что Прота отвечает, что любой мальчик хотел бы жить с ней. После чего Джака признается ей, что кто-то, обладающий способностями, наложил на нее заклинание, которое они должны скрепить узами. Однако больше ничего не может раскрыть, он может только сказать, что они должны защитить его своей жизнью. В данный момент шофер принцессы ждет его в лимузине. Увидев роскошь в автомобиле, Эль Прота очень впечатлен. Потом он думает, что вполне логично, что она такая богатая, поскольку ее мать директор школы и лидер группы ведьм. Быстро спрячь от Джека несколько лежащих на столе кукол, похожих на Проту, и он останется в замешательстве. После этого она предлагает ему бокал шампанского, но он напоминает ей, что они не могут пить, потому что они несовершеннолетние, на что Джек отвечает нет, что в этом напитке нет алкоголя. Позже они приезжают в его особняк, и он впечатлен тем, что принцесса живет в небоскребе. Войдя, мы видим, что все горничные приветствуют его, и она объясняет, что ее комната находится на верхнем этаже, поэтому они должны подняться на лифте. Когда они поднимаются, он все еще не может поверить во всю роскошь, которой его окружают. Но добравшись до своей комнаты, они обнаруживают, что Медуза ждет их, и что она превратила в камень 3 своих служанок. Аяка говорит Проте, что ей придется изменить планы, и просит его вернуться на 12-й этаж. Впоследствии Медуза требует, чтобы она произнесла свои последние слова, но она отвечает, что ей не о чем разговаривать со своим врагом. После этого она трансформируется и начинает сражаться с гигантской змеей. После этого Прота думает о том, что он сказал Яке. Она всегда приказывает ему, что в случае опасности он должен быть рядом с ней, однако на этот раз она попросила его спрятаться. Тогда она задается вопросом, настолько ли силен соперник, чтобы Аяка пошла на эти меры. Немного подумав, решает не обращать на него внимания и пойти помочь ему, но войдя, обнаруживает, что она лежит на полу. Там она говорит ему, что хочет сражаться вместе с ней. Однако Яка никогда не показывал ей, как сражаться, потому что он только научил ее убегать. В этот момент одна из ведьм Медузы накладывает на него заклинание, которое превращает его в камень. После этого Прота кричит ему, что сделает все, что он попросит, лишь бы отпустить ее, на что Прота отвечает, что не может этого сделать, потому что их обоих ждет одна и та же судьба. Тогда он думает, что единственный способ выбраться оттуда – это использовать таблетку, которую дал ему Хронуар, которая пообещала ему, что если он ее примет, это высвободит все его силы. Прота не решается ее использовать, так как вполне вероятно, что это ловушка. Тем не менее понимает, что альтернативы больше нет, и проглатывает ее. Внезапно появляется белая принцесса по имени Эмермиллион и сразу же говорит Проте, что исполнит его желание. Сразу после этого он начинает сражаться с приспешниками Медузы и вызывает разрушение в здании. Во время смены сцены мы видим, как Казан в своем офисе заканчивает свой рабочий день. Она смотрит в окно на пейзаж и замечает, что это красиво, когда солнце встает вровень с ее небоскребами. Но как раз в этот момент на верхнем этаже происходит взрыв, в результате которого разрушается ее здание и весь город.
После этого она понимает, что Медуза виновата, и приказывает своей маленькой служанке или Фуку собрать всех ведьм в мастерской. В следующей сцене мы возвращаемся в здание, где Прота злится на белую принцессу, потому что, несмотря на то, что она спасла его, она разрушила все вокруг себя. Кроме того, она просит его вернуть Джека в нормальное состояние. Она говорит ему, что это очень простая задача, однако он не может выполнить ее бесплатно, поэтому в качестве оплаты она просит его отдать свои глаза. Немедленно протагонист и Эмермиллион, увидев его реакцию, разочаровывается, так как ему не нравится, что они так быстро согласились. Тогда он предлагает, чтобы пробудить ее от оцепенения, он должен поцеловать Джаку, как в рассказе «Спящая красавица». Затем он объясняет ему, что она позволила превратить себя в камень из-за Прота, поскольку их двоих связывает связь. В этот момент мы видим розовую вспышку, поэтому Мермиллион объявляет, что Медуза проснулась. Он наконец говорит, что его время истекло, и пока прощается. После этого Прота будет Аяку поцелуем в щеку. Его глаза наполняются слезами, когда он видит, что с принцессой все в порядке. Медуза быстро отправляется атаковать ведьм в башне, но Аяка очень легко побеждает ее. Потом начинается воздушный бой, и она говорит Проту, что ему больше не о чем беспокоиться, поскольку они явно выиграли битву. После этого Прота просыпается, и вот он рядом с ней, читает книгу, и она рассказывает ему, что они находятся в школьном лазарете. Однако Прота расстроен, потому что просто хочет знать, в порядке ли принцесса. Он сразу понимает, что это был просто кошмар, но она показывает ему, что это не так. Тогда открой занавеску, и мы увидим, что в другой комнате находится Медуза с группой башен. Аяка говорит ему, чтобы он не беспокоился, и что она пока не может напасть на них. Впоследствии она подходит к Проту и целует его в щеку, чтобы отплатить ему за услугу. Она также приказывает ему больше не предлагать свои глаза, чтобы спасти ее. Во время смены сцены они идут в дом и обнаруживают, что его мать плачет из-за ухода сына. Увидев их, радуется возвращению Эль Прота домой, однако он комментирует, что решил привести Джаку жить с ними. Смущенная мать говорит ему, что ее дом не идет ни в какое сравнение с особняком, в котором она живет, но что ее будет приятно принять. На следующий день Кадзуми возвращается домой, потому что она провела всю ночь с ведьмами в мастерской, ремонтируя город. Она счастлива, потому что особняк Аяки был разрушен, поэтому ей больше не придется жить со своим братом. Однако, войдя в комнату Праты, обнаруживает принцессу наверху. После этого она яростно требует, чтобы мать разрешила Аяке переехать к ним. От крика госпожа падает на пол больной, поэтому Кадзуми приносит ей извинения и вынуждена мириться с пребыванием принцессы в ее доме. Во время смены сцены мы видим, как президент студенческого совета злится из-за того, что фан-клуб еще ничего не сделал, чтобы остановить Прота. В этом Адзуки говорит ей, что она не вмешивалась, потому что Аяка предупредила их, чтобы они его не трогали. Но блондинка хочет кого-то обвинить и кричит профессору Микаге, что если он что-то с этим не сделает, его уволят с должности консультанта. Именно тогда он отводит Проту и Аяка в свою отдельную гостиную, чтобы объяснить им, что значит быть школьной принцессой. Там он рассказывает ей, что причина, по которой его так называют, заключается в том, что все ученики выбрали его, чтобы он четко представлял его. Он упоминает, что люди, занимающие эту должность, должны быть самыми красивыми, умными и физически развитыми из всех. Затем он разъясняет ему, что принцесса принадлежит школе, и теперь Прота вступает в права учеников. Наконец, приказывает ему держаться от нее на расстоянии. В этом Аака говорит Проте, чтобы он не беспокоился, так как никто не может встать между ними. Но в этот момент мы видим, как Микаге создает магические зелья, и прежде чем Хаика успевает отреагировать, он взрывает банку, перенося ее вместе с Протой в параллельный мир. Там профессор объясняет ему, что ему нужно было это сделать, чтобы остаться с ним наедине, потому что если он не сделает что-нибудь, чтобы починить его, он потеряет сознание. Проблема может быть решена. Уволен. В этом он объясняет, что когда Прота проглотил конфету, она в форме сферы сломала одну из печатей, вызвав белую принцессу. Затем он говорит ему, что теперь директриса пойдет за ним, только он еще не понял, почему она занимается делом Медузы. Впоследствии он показывает, что если бы не принцесса, это место было бы его собственностью. Наконец, профессор Микаге предлагает ему стать принцем, клянясь, что защитит его от любой опасности, в отличие от Аяки, которая действительно позволила причинить ему вред. Но в этот момент принцесса разрушает иллюзию и входит сверху, воткнув ему в спину несколько кольев. После этого они возвращаются к реальности, и она спрашивает его, все ли с ним в порядке. Позже, когда они идут в гостиную, объясняет ей, что Микаге не что иное, как извращенец. Затем Прото замечает, что Аяка сбивается с пути, но она велит ему четко следовать за ней. Из этого мы видим, что она просит его объявить по громкой связи о внеочередном собрании в школьном спортзале. Когда мы собрались там, принцесса выходит на сцену, и все поражены. Она говорит в микрофон, что впервые выступает перед ними. Услышав это, все начинают праздновать.
Пока это происходит, студенческий президент сообщает директрисе, что ее дочь собрала всех в спортзал, и разъяренная Казань немедленно направляется на место. По прибытии на место вы наблюдаете, как ваша дочь произносит речь. Принцесса отмечает, что с тех пор, как ее выбрали, она ни разу не повысила голос, чтобы о чем-то попросить. Там она показывает, что как принцесса она имеет власть над жизнью и смертью каждого из всех учеников. Другими словами, жить или умереть – это решение, которое зависит только от нее. Затем она добавляет, что будет использовать эти полномочия, чтобы уволить президента студенческого совета и поставить на ее место Прота. Тогда мы увидим, как она поднимается по платформе и освещается прожекторами на сцене. К тому же Аяка говорит, что сама выбрала его как идеального человека для этой должности. Там мы видим, что Прота в ужасе, а мать Аяки плачет от счастья, потому что она не думала, что ее дочь будет так сильно беспокоиться о школе. Тем не менее, причина этого решения в том, чтобы никто не мог отнять у них противоположное или возиться с Протой. Позже, перед студенческим советом, он просит воздать им единственный шанс и судить его только за их действия, а не за что-либо еще. Он также говорит им, что если он будет плохо играть роль президента, они могут выгнать его, когда захотят, но он просто хочет показать, на что он способен, чтобы быть президентом. В этой должности. Когда мы выходим из школы, мы видим, что Кадзуми подглядывает за ними в бинокль. Она ревнует и хочет дать понять, что ее брат принадлежит ей. После этого Прота и Аяка входят в магазин мягких игрушек, где по недосмотру Кадзуми приказывает своему медведю похитить его, в то время как она бросает ему дать 2 транквилизатора, чтобы усыпить ее. Затем Кадзуми сообщает Проту, что с Аякой все будет в порядке, только она будет спать еще несколько дней или около того. Впоследствии они улетят на самолете, который она построила из кусочков дома. Там она рассказывает ему, что их план – переехать в другой город, где их никто не знает, и жить вместе. В этом Прота пытается убедить ее, говоря, что он представляет опасность, потому что внутри у него есть 5 печатей, и что куда бы они ни сбежали, они в конечном итоге будут ей вредны. Но в этот момент появляется принцесса, очень рассерженная и верхом на гигантском драконе. С высоты она начинает стрелять молниями, разрушая город при каждом залпе. Затем они врезаются в здание и падают в штопор. В воздухе, поскольку она ловит не только Прота, но и его сестру. Там она переворачивается на спину, чтобы они не пострадали, и падает на витраж здания, разбивая его вдребезги. Сразу после этого она срывает его с места, чтобы отнести в дом. Во время смены обстановки Прота просыпается в своей постели, и первое, что он делает, это спрашивает о своей сестре. Аяка отвечает ему, что Кадзуми невредима и спит в своей комнате. В этом она просит у него прощения от имени своей сестры за все, что произошло. Однако Аяка говорит ему, что теперь она больше восхищается Кадзуми, потому что это научило ее, что такое настоящая связь между братьями и сестрами, и так далее, которая теперь хочет, чтобы Прота называл ее старшей сестрой. После этого мы видим, что Аяке наскучило просить его называть ее так, и она заснула в его постели. Но в этот момент им звонит Касани и говорит, что ему нужно кое-что спросить у своей дочери и Кадзуми. Затем он упоминает, что сейчас идет к дому. Услышав это, мать Прота просыпается очень расстроенной. В следующей сцене госпожа Камачи собирает Проту и Кадзуми, чтобы рассказать им, что до того, как она вышла замуж за его отца, у нее был роман, от которого родился ребенок. Она понимает, что скрывала это всю свою жизнь, но что ее отец больше не может взять на себя ответственность, поэтому у нее родился ребенок. Теперь их старшая сестра будет жить с ними. Сразу после этого он знакомит вас с новым членом семьи, и входит принцесса Джека. Тем не менее, Прота просыпается изменившимся, потому что это был просто кошмар. Позже, проходя через кухню, обнаруживает, что она готовит завтрак. Прота поражен тем, как хорошо выглядит еда. Там Яка рассказывает, что они одни дома, так как его сестра и мать рано уехали с Казани. Но пока они едят, мы видим, что Кураичи шпионит за ним в доме. По окончании завтрака Прота спрашивает его, почему он носит форму, если сегодня выходные. Она объясняет, что вся его одежда была уничтожена в результате взрыва в их здании. Тем не менее, принцесса спрашивает его, почему он тоже носит форму, на что Прота отвечает, что прошлой ночью он спал в этой форме. Противоположное. В этот момент он не может поверить, что моет посуду рядом с принцессой, так как, будучи хорошим поклонником этой темы, он не может поверить, что моет посуду вместе с принцессой. Он говорит, что это должны делать девочки. После этого нам показывают воспоминания, где Аяка прячет Медузу и группу башен в своей комнате. Девочки злы из-за этой ситуации, но Медуза прекрасно понимает, что должна подчиняться во всем, что говорит ее соперница, потому что она потерпела поражение. Они не должны позволять Проте узнать, что они находятся в доме.
Там мы понимаем, что женщина-змея позволяет это, потому что у нее те же интересы, что и у Аяки. Учитывая, что обе знают о существовании белой принцессы Эмермиллион и 5 печатей проты, который ведет внутрь. Впоследствии мы видим еще одно воспоминание о прошлой ночи, когда ведьмы воспользовались тем, что Медуза заснула, и вышли из комнаты, чтобы напасть на прота. Но там она была рядом с ним всю ночь, чтобы позаботиться о том, чтобы с ним ничего не случилось. Кроме того, мать прота приехала в гости из Казани. И они всю ночь пили и вспоминали, когда были парой. Вот мы и видим, что прошли часы, а принцесса так и не легла спать. Поэтому у ведьм не было никаких шансов напасть. После завтрака Джака дает уроки Проте, так как если он не повысит свои оценки, они не смогут поступить в тот же университет. Потом начинается дождь, и они идут собирать одежду, а затем он приезжает к своей матери, сестре и Казани. Но принцесса велит Проте подойти поближе, иначе он явно простудится. Вытираясь полотенцем, обнаруживает, что ведьмы принимают ванну. Они связывают его и выходят на улицу полуобнаженными. Увидев казанов, одним махом лишает Камачи и Кадзуми сознания, чтобы они не вмешивались в драку. Но когда она собирается поймать ее, Саяка останавливает ее. Там директриса не понимает, почему ее дочь защищает ведьм, и в этот момент она объединяет усилия с Медузой, чтобы сразиться с ними. Своей собственной матери. Казаны в отчаянии просит Прота приказать его дочери остановиться, поскольку он единственный, кто явно подчиняется. Но Прота не понимает, что происходит, и автоматически теряет сознание. В этот момент у него появляется видение из прошлого, в котором он замечает, что Аяка заключила договор с Медузой только для того, чтобы защитить его. После этого проснись и посмотри, как принцесса и Медуза совершили трансформацию, объединившись в одно тело. Казания до сих пор не понимает, почему ее дочь объединилась с Медузой, и они автоматически начинают сражаться. Тем не менее, теперь у принцессы есть сила превратить ее в камень, поэтому, прикоснувшись к своей матери, она полностью окаменела. После этого она извиняется перед ним, но ей нужно, чтобы он пока не мешал ее планам, и когда она поворачивается, он бьет ее по голове. Ее спину, говоря ей, что она наивна, полагая, что одного этого будет достаточно, чтобы победить ее. Там он объясняет своей дочери, что он больше не непобедим, потому что заключил сделку с Медузой, а Эмермиллион не любит нечисть, поэтому забрал у нее свой магический запас. Увидев это, Прота думает, что он должен что-то сделать, чтобы помочь ей. Затем ему удается использовать свою силу, чтобы поменяться телами с Аякой, но как раз в этот момент директриса наносит ему удар по лицу, в результате чего он снова теряет сознание. Во время смены сцены Прота просыпается и оказывается в комнате пыток рядом с принцессой. Она объясняет ему, что они были схвачены после проигрыша ее матери. Однако Джек шокирован тем, что Прота использовал свои силы, чтобы попытаться помочь ей. Она боялась, что они разрушат дом. К счастью, она сотворила очень хитрое заклинание. Наконец-то она рассказывает ему всю правду о том, почему она заключила союз с самой Медузой. Аяка упоминает, что единственный способ защитить школу для ее матери – это то, что ни одна печать не была сломана. Однако, когда Прота проглотил таблетку, печать автоматически сломалась, и директор больше не может их защищать. Поэтому ее идея заключалась в том, чтобы заключить договор с Медузой и группой Торос, гарантируя, что та не расскажет своей матери о том, что произошло. Однако уже очень поздно, потому что к настоящему времени вы, должно быть, запрашиваете их. Затем он гладит Прота и показывает ему, что у него есть скрытая сила, которой хотят все ведьмы. Он также клянется ему, что они выберутся оттуда, потому что завтра им нужно идти в школу. И он должен продемонстрировать свои способности в свой первый день в качестве студенческого президента. Во время смены сцены директор признается Касуми, что она не смогла получить от Медузы информацию, потому что, приведя ее в мастерскую, другие женщины попросили ее помочь. Ведьмы забрали ее, поэтому он не мог пытать ее, чтобы она рассказала ему, почему его дочь заключила с ней договор. Как раз в этот момент на школьном дворе происходит взрыв, из которого выходят принцесса и Джека. Его мать быстро подбегает к ним и приходит в ярость, потому что они много раз разрушали школу. В этом принцесса обнажает свой меч, готовясь сразиться с Казани, но та отказывается сражаться со своей собственной дочерью, что очень-очень смущает Джеку. Я тут же ругаю ее за то, что она устроила взрыв только чтобы выбраться из камеры пыток. Наконец, говорит ей идти домой, но завтра она должна помочь ему убрать всю школу. Позже, когда она идет обратно, Прота замечает, что, по крайней мере, она не слышала о Марке. Там нам показывают, что то, как они вышли из камеры пыток, было потому, что Аяка заставила его страстно поцеловать ее. Это дало ему достаточно энергии, чтобы произвести очень сильный взрыв. Тогда Прота думает, что он не знал, что девушка может так взбодриться. Во время смены сцены они показывают нам, какой она была пару лет назад. Там мы видим, как ее мать попросила Адзуки и Току сопровождать ее в их первый день в школе.
Потом мы понимаем, что с тех пор, как она пошла в школу, она привлекла внимание всех учеников тем, что была красивой, а также богатой девушкой. Однако она была очень застенчивой и не знала, как вести себя в классе, поэтому Асуки говорила ей, что она должна делать или что у нее есть что и говорить. Тем не менее, во всем, что она делала, она была лучшей, будь то игра в теннис или выполнение математических упражнений в доска. Но ей чего-то не хватало, потому что все тянулись к ней, чтобы быть рядом с ней, и ей было неинтересно общаться с другими людьми, потому что она просто хотела быть в библиотеке и учиться. Однажды одна девушка хотела поссориться с ней, отрезав ей волосы ножницами, но она использовала свою силу огня, чтобы поднять всю температуру, и пригрозила ей, сказав, что в следующий раз она будет пить ее кровь. К тому же он заметил, что есть только один человек, который может сделать с тобой все, что ты захочешь. После первого класса Яка вместе со своими двумя новыми подругами они посвятили себя тому, чтобы обойти все школы города в поисках прота. Тем не менее, Адзуки и Току не знали, кого ищет принцесса, но все равно следовали за ней повсюду. Прошло несколько месяцев, а она все еще не могла его найти. Пока однажды, когда я учился на втором курсе, Аяка не увидела его издалека и не побежала к нему. Там мы заметили, что прота находится со своей сестрой, и он уходит, даже не замечая ее присутствия. Принцессе грустно, но все же она рада, что наконец нашла его. После этого мы возвращаемся в настоящее, и она спит рядом с ним. Тогда он встает и идет в свою комнату, но на рассвете входит, чтобы разбудить его, раздвигая шторы. Он говорит ему, что ему приснился очень странный сон, поэтому мы предполагаем, что все, что мы видели выше, было откровением о том, что произошло на самом деле. Впоследствии мы понимаем, что миссис Камачи согласилась, чтобы ведьмы жили в ее доме, и даже готовит им еду. После этого Аяка говорит Проте, что если остальные сломают себе жизнь, ее жизнь будет в большой опасности, поэтому они должны проверять свое физическое состояние каждый день. Но в этот момент Кадзуми входит в комнату и обнаруживает Прота без рубашки и принцессу, одетую как медсестра. На немецком. После завтрака все уходят в школу. Принцесса и Прота идут пешком, а Кадзуми идет за ней, не доверяя ей. После этого Прота открывает свой шкафчик и обнаруживает еще больше писем с ненавистью, в которых его просят уйти с поста студенческого президента. Позже в школе происходит восстание, и все ученики поджигают и разрушают помещение, потому что они не согласны с тем, что Прота станет новым президентом. Внезапно появляется группа девушек и вручает ему письмо с приглашением пойти в спортзал, чтобы решить проблему. Лидер подходит и заверяет его, что только так восстание закончится. На этом Тока рассказывает Проте, что он уже знает, почему все это происходит. Там она рассказывает, что вчера, когда она работала официанткой, она видела, как бывший президент рассказывал этой девушке, что Прота преследовал ее и воспользовался ею, чтобы отнять у нее пост президента. По этой причине он поднял восстание в школе. В то время Хака рассказывала, что эта девушка учится в женской средней школе и что она побеждала преступников в каждой школе, чтобы управлять ими. Наконец, она говорит, что все зовут ее Ринон, охотница на медведей, и что несколько лет назад тигр сбежал из зоопарка, и она задушила его руками, пока он не умер. Умереть. Позже мы видим, что Прота нервничает из-за того, что ему приходится противостоять ей, но Аяка объясняет ему надежный метод победить ее. Сейчас половина второго, поэтому он направляется в спортзал. Когда он входит, он замечает, что все ученики стоят там в ожидании драки. В этот момент подходит Ринон и обвиняет его в том, что он обманом заставил свою лучшую подругу занять пост президента. На что Прота отвечает, что они могут поговорить об этом, поскольку на самом деле все произошло не так. Однако она начинает атаковать множеством ударов, в то время как он не может защищаться. Тем не менее, она вспоминает трюк, которому ее научила принцесса. Тогда мы видим, как она использует свою силу и садится на нее, готовая ударить ее, но мы видим, что Прота решает не делать этого. Сразу после этого гаснет свет и появляется группа башен, но это уводит ее с места. Внезапно появляется принцесса и наносит ему умный удар, который отбрасывает ее прочь, автоматически выводя из строя. Затем включается свет, и все ученики начинают мыть Прота, поскольку они не могут видеть ведьм, потому что на них плащи-невидимки, поэтому они думают, что это не так, что он был справедливым победителем. В последующие дни Прота рассказывает, что Ринон обнаружила, что ее обманул бывший президент. Что касается его, он стал школьным героем, победившим охотницу на медведей. После этого мы видим, что девушка, которая его подставила, которая дружит с Асуки и Тока, раскаивается во всем, что сделала.
Видя, что она страдает, Току с красным от стыда лицом признается, что принцесса простила бы ее за что-то подобное. Поскольку она делает, однажды она взяла свое нижнее белье из стиральной машины и всячески развлекалась с одеждой. Затем она комментирует, что делала это ежедневно в течение 6 месяцев, пока Аяка не обнаружила ее, однако это не помешало ей стать ее другом. В этот момент Суки понимает, что она тоже сделала что-то подобное, и принцесса узнала об этом, но тем не менее они все еще друзья. Поэтому она говорит блондинке, что ей не о чем беспокоиться. Наконец, она упоминает, что когда ты так долго живешь с такой красивой девушкой, ты в конечном итоге совершаешь одну или две неосторожности. Во время смены сцены Аяка решает научить ее сражаться с Протой. Она подходит к нему очень близко, и это заставляет его нервничать, поэтому он кричит на нее, чтобы она немного отошла, так как он не может сосредоточиться. Однако говорит Джаки, что он просто измерял свою силу. Затем он вызывает животное, сделанное из огня, которое атакует Прота. Он советует позвать своего родственника, но Прота не знает, как это сделать. В этот момент зверь бьет его, и он падает на землю. Тогда Хаика бежит ему на помощь и решает остановить животное. В конце концов она объявляет, что на сегодня все, но он злится, потому что она постоянно чрезмерно защищает его и не дает ему возможности учиться самостоятельно. Затем она говорит ему, что хочет быть как можно сильнее, поэтому неплохо получить несколько ран. В этом Аяка серьезно относится к тому, чтобы быть более жестким учителем, и сбрасывает его с вершины здания, чтобы она могла раскрыть весь свой потенциал. Однако, когда он падает, она велит ему придумать очень сильный образ. Мы сразу видим, что единственное, о чем он может думать, это образ принцессы в костюме медсестры. Он очень смущен и не понимает, почему это происходит. Однако упражнение сработало, потому что он избежал падения, но вскоре он чувствует себя очень слабым и теряет сознание, лежа на груди. Во время смены сцены режиссер Казан наблюдает за волшебным порталом, как вдруг появляется Ринон. Эта девушка приходит сообщить ему, что ведьма-посланница попросила ее сообщить руководителю мастерской, что она взяла в заложники всех жителей города. Но столкнувшись с этой новостью, директор практически не волнуется и не интересуется ею. После этого мы видим, как Прота просыпается в руках Аяки, когда они летят на метле. Она рассказывает ему, что потеряла сознание, потому что потратила много энергии, призывая что-то такое большое. Ближе к вечеру Прота упоминает, что он узнал, что драка с охотницей на медведей была его планом, учитывая, что ей нужно, чтобы он повысил свою популярность в школе. И по этой причине он не может быть в безопасности. Причина в том, что она попросила бывшего президента позаботиться обо всем. Однако, когда Прота оказалась перед ней, Аяка поняла, что Ринон не знала о плане. По этой причине принцесса должна была вмешаться. Затем, во время смены сцены, мы видим, как группа башен обедает в доме Проты. Они с радостью отмечают, что еда их матери самая лучшая. Они идут туда, где находится Джека, чтобы сказать ей, что она приложит все усилия, чтобы сдать экзамены, которые у нее будут сегодня. Позже мы заметили, что директриса думает о том, что делать с магическим порталом и как его обезвредить, поскольку это своего рода бомба, которая может разрушить город за считанные секунды. Внезапно появляется Вен, ведьма, у которой есть выключатель бомбы. Казана пытается договориться с ней, чтобы она не взорвалась, однако ей нравится видеть, как она страдает, и она щелкает выключателем, что приводит к многочисленным взрывам по всему городу. Сразу после этого начинают рушиться все здания. Кроме того, мы видим, как ученики выходят на улицу, в то время как Прота и Аяка остаются внутри зала. Затем из-под земли вырывается вспышка, которая заставляет их покинуть помещение. Прота не знает, что происходит, но она успевает только сказать ему, что за этим стоит злая ведьма. Затем они спускаются по каким-то проходам под школой и попадают на своего рода римскую арену. Там появляется Кадзуми и бежит обнимать Прота, но они также встречают Ринон, которая приветствует его вместе с другими ведьмами. Она говорит, что на днях у нее дела и что было приятно с ним познакомиться. Потом она знакомит его с Нацуме, которая является лидером 5 ведьм, защищающих город. Затем она знакомит его с Тори, девушкой с ушами животных. Ее сестра добавляет, что она не общительна, но очень-очень мила. Затем Касуми объясняет ему, что она 6-я ведьма, и что она может спасти город только тогда, когда он в беде. Но внезапно Нацуми достает свой пистолет и 4 раза стреляет в Прота. Сразу после этого принцесса бьет ее по лицу, а также сбивает с ног Ринона. Однако из-за повреждения Прота переносится на Аяку, и она теряет сознание от выстрелов. В этот момент Кадзуми оказывается в центре внимания, спрашивая, что они собираются сделать с ее братом, но Ринол наносит ей удар по шее, от которого она теряет сознание. После этого охотница на медведя извиняется за то, что была такой резкой, и упоминает, что ее нужно запереть. Позже она проводит их по каким-то подземным
подземным темницам. Ринон говорит ей, что она пока ничего не может ей рассказать, но что как только она закончит, все ее вопросы будут решены. Отвечать. Затем он запирает их в комнате и прежде чем уйти, предупреждает ее о том, что будет предпринята попытка сбежать, надрать ему задницу. Там Эль-Прата понимает, что если ведьмы в мастерской заперли его, то это потому, что он является целью злых ведьм. Поэтому он не может позволить им похитить его, и они предпочитают, чтобы вы прятались, пока все не закончится. В этот момент принцесса просыпается в смущении, потому что она не осознавала, что девушки собираются ее предать. И там они объясняют Проте, что если они находятся в такой ситуации, то это потому, что защита их матери исчезла, потому что, скорее всего, они уже победили ее. Сразу после этого с потолка падает плюшевый мишка, проецируя сообщение от злодейки, и прежде чем она начнет давать ему информацию, она начинает кричать «Я не знаю». Принцесса уничтожает его, оправдываясь тем, что она уже знала, что собиралась сказать, но тут мы видим, что благодаря взрыву в стене открылась дыра, через которую они могут сбежать. И пока они это делают, Яака сообщает им, что отныне они не могут использовать магию. После этого они идут более 2 часов, чтобы найти выход, который не охраняется. Потом им удается найти тот, который огибает горы за школой. Когда Эль-Прата выходит на улицу, он поражен, увидев, что город полностью разрушен и горит в огне. Во время смены сцены нам показывают ведьм в мастерской, которые ищут способ восстановить магический барьер, поскольку, сломавшись, они не смогли использовать свою силу. После этого Нацуме замечает, что только могущественная ведьма может восстановить его. В этот момент мы видим, что все они вернулись в Хаас, неся медикаменты и помогая ведьмам, которые были ранены во время нападения. Затем в следующей сцене Прата в отчаянии, потому что его мать была в доме, когда произошло разрушение. Однако она просит его, пожалуйста, успокоиться, так как миссис Камачи в безопасности вместе со всеми остальными. Затем он плачет, думая, что это все его вина, на что Аяка говорит ему, что ему не о чем беспокоиться, потому что никто еще не умер. Он также добавляет, что если они сделают то, что должны, никто не будет в опасности. Когда они идут по разрушенному городу, она замечает, что когда контракт будет восстановлен, здания начнут восстанавливаться сами по себе. На этом они попадают в подземный ход и переходят через скалу. Там Прата делает неверный шаг и больно падает в пустоту, после чего принцесса бросается ему на помощь, обнимая его в воздухе, а затем приземляется на песчаный берег. Там Прата извиняется перед ней, но она говорит ему, что они все равно должны спуститься. Позже мы видим, что Уикн похитил нескольких ведьм из мастерской и устанавливает на них бомбы. Он намеревается угрожать им, чтобы они привели его к Проте да или да, иначе он разорвет их на 1000 кусочков. После этого нам показывают директрису Казани, которая заперта в каком-то месте и делает фигурки. Она говорит, что неплохо время от времени убегать с работы и заниматься хобби. Она также отмечает, что будет молиться, чтобы с Эль-Прато и его дочерью все было в порядке. Затем, когда Аяка и Эль идут по пещере, появляется ведьма по имени Гибралтар, которая обладает способностью манипулировать камнями. И несмотря на то, что она не может использовать магию, она бежит через каменную конструкцию. И ему удается ударить ее по лицу, оставив ее погребенной под обломками. Тогда и девушка, и Прата удивлены тем, что принцесса такая сильная. Но Аяка рассказывает, что его мать с детства заставляла его сражаться с более сильными противниками, не прибегая к магии. Позже они доберутся до священной территории мастерской, которая расположена в самом центре города. Там принцесса рассказывает ему, что цель поездки в это место – заключить контракт с городом. Во время смены обстановки ведьмы встречаются с Векеном, чтобы выполнить соглашение о передаче ему Прата. Однако его там нет, поэтому злодейка идет уничтожить ведьм, но Ринон говорит ей, что хочет заключить сделку, так как им нужно дольше. Однако злой отказывается, и этот повторяет, что у них есть только 12 минут, чтобы получить это, иначе он взорвет ведьм одну за другой. И пока это происходит, Кадзуми наблюдает за тем, что происходит рядом с группой башен. Они соглашаются помочь им при условии, что они останутся в доме. Крайчи говорит ему, что каждая бомба, которую они обезвредят, будет эквивалентна месячной арендной плате. В этот момент Кадзуми придумывает план и бежит в школу. Но по прошествии времени Прата попадает в святую воду и заключает временный контракт, который позволяет им вернуться к использованию магии. Потом мы видим, что счетчик достигает нуля, и Куруаши и остальные вскакивают, чтобы защитить своих товарищей-женщин. Увидев это, они тоже воодушевляются и бросаются атаковать Вайкина, но в этот момент понимают, что к ним вернулась магия. Затем Ринон бьет злодейку, прижимая ее к земле. Она бессильна что-либо сделать, обнаруживает, что Эль-Прата заключил контракт с городом, поэтому упоминает, что теперь все стало намного интереснее. После этого Эль-Прата выбивается из сил, если засыпает.
Проснувшись, принцесса сообщает ему, что он спал более 3 часов, и что он может продолжать спать до утра, так как еще рано вставать. Поэтому Эль-Прата встает, говоря, что сейчас не время, чтобы оставаться на месте, и несмотря на то, что он очень ослаблен, он хочет как можно скорее вернуться в мастерскую. После этого Ринун и Нацуме ведут Векена, чтобы явно приковать его цепью к темнице. Это комментирует, что отправила Току навестить принцессу и Прата, в то время как группа Кацуми на всякий случай продолжает проверять школу. Там охотница на медведей подходит к Вике, чтобы сказать ей, чтобы она не делала ничего странного, потому что кандалы и стекла в камере сделаны из металла. Доказательство магии. Тем не менее, ведьма насмехается над ними, говоря, что они наивные маленькие девочки, которые никогда не дрались. Сразу после этого она снимает пальто, и мы видим, что внутри у нее застряло много ручных гранат. Затем она дергает за кольца и производит сильный взрыв, который гремит по всей школе. Впоследствии она снимает кандалы и выходит на улицу, несмотря на то, что ее немного ранили в коридоре. В этом случае Сикват надевает на нее пальто, в то время как она кричит Проте, чтобы он убил ее подруг. В этот момент он чувствует сильную головную боль, поэтому ясно осознает, что Ринон и Нацуме в опасности, и телепатически Векен показывает ему, что он взрывается безумные бомбы внутри мастерской, сеющие панику среди всех ведьм. Именно тогда Прата набирается смелости и начинает использовать всю свою силу. После того, как мы узнаем, что Кацуми и группа башен противостоят одной из его приспешниц по имени Нич. И я знаю, это довольно странное имя, но оно буквально звучит как Нич. После этого нам показывают, как Крануар пытает Гибралтар вместе со своим крокодилом по имени Себас. Цель этого — сообщить, где находится его босс. В следующей сцене мы видим, что принцесса не позволяет Эль-Проте использовать всю свою силу, поскольку это может буквально поставить под угрозу ее жизнь. Тогда она сбивает его с толку и уносит его, говоря, что остальная часть работы ложится на нее. Потом она приходит в свой дом, который разрушен, и там у Проты есть откровения о моментах, которые произошли в прошлом, но которые она явно стерла из своей памяти. Поэтому нам показывают воспоминания, где она находится в классе, и там также находится ее мать в молодости. Она наблюдает, как все издеваются над ней и приставают к ней, но Казани это не нравится, и она избивает их, нанося большие разрушения в классе. Потом мы видим, как Камачи с восхищенным лицом просит ее стать ее другом. Впоследствии мы переезжаем в то время, когда Прата проводит несколько дней дома в Казани. Он говорит, что перед отъездом его мать просила его быть вежливым и выполнять все ее приказы. Однажды ночью Эль-Прата замечает, что Аяна говорит Касане, что она уже нашла человека, которого искала, а затем просит ее стать директором школы, чтобы она могла учиться. Поместите ее в тот же класс, что и Прата. После этого он попадает в параллельный мир, где профессор Микаге сообщает ему, что если он там, то это потому, что он заключил контракт с городом. Прата очень сбит с толку и не понимает, что происходит, поскольку он прыгает во многие моменты прошлого, где ему трудно отличить, закрытие или нет. Профессор объясняет, что отныне он будет его сопровождающим, потому что он видел, как он потерялся в круговороте воспоминаний. Впоследствии он говорит, что все, что он видел ранее, было воспоминаниями директрисы Казани, и что теперь они находятся в пространстве между двумя измерениями, которые он может видеть благодаря заключенному ею контракту с городом. Затем он проводит для нее экскурсию по сайту, рассказывая ей, что Нацуме его племянница. Он также добавляет, что она является кандидатом на роль следующего главы семьи. Однако не пользуется большим доверием, поэтому она просит его оказать ей помощь, если у него возникнут какие-либо проблемы. Наконец-то лифт останавливается в самом сердце этого мира. Там, на платформе, Прата поражен, увидев звездное небо. Тем не менее, Микага объясняет, что все эти огни — человеческие жизни, и в этом месте они эвакуируют людей во время магических катастроф. Профессор упоминает, что его мать тоже находится там, и что все они вернутся в свой мир, когда город вернется в нормальное состояние. Но до этого вы должны стереть память о каждом человеке. Тогда Микаге рассказывает ему, что он волшебник, стирающий воспоминания, так что это его единственная функция. После этого мы возвращаемся в настоящее, а Джака смотрит, как он спит. Внезапно появляется ведьма Тори и стоит в дверях. Во время смены сцены мы видим, как Кацуми сражается с Нец, и они обе сражаются верхом на своих гигантских плюшевых медведях. Он сбивает ее кувырком, уничтожая остатки школы. Однако Нец и его медведь встают, как ни в чем не бывало, чтобы продолжить противостояние. Увидев это, Кадзуми злится, потому что сколько бы раз я его не ударил, он явно снова встает. Кроме того, он терпеть не может, когда его родственник является копией его собственного, и что помимо копирования его внешности, он также использует свои же боевые приемы. По этой причине Кадзуми с таким трудом побеждает ее.
На этом группа башен решает, стоит ли им вмешиваться. Увидев их, она кричит им, чтобы они помогли ей, так как они должны предоставить ей жилье и еду в ее доме. Но в этот момент злой медведь бьет ее, и она падает с крыши спортзала. Вот он достает копье и готовится вонзить ему в грудь все копье, чтобы он явно умер. Но в этот момент мы возвращаемся в комнату Прота, где понимаем, что Стори общаются через марионетку. За несколько дней до того, как Джека приказала ей исследовать своего врага, поэтому она принесла ей отчет со всей собранной информацией. В нем рассказывается, что Крануар захватил и замучил почти половину башенных ведьм, которые пришли в город. Впоследствии мы видим, что принцесса отправляется на ее поиски и просит Тору присмотреть за Протой, пока ее нет, так как она чувствует себя виноватой в том, что произошло. Ему пришлось заключить контракт с городом, но кроме того он думает остановить Крануар, потому что она ищет Викен и не думает позволять ей оставаться со своей добычей. После этого мы видим, что как только Ницше пронзает Кадзуми копьем, появляется Медуза и превращает ее в камень, а затем плюшевый мишка разлетается на тысячи осколков. Затем он направляется к ведьмам и ругает ее за то, что она наблюдает за дракой и ни в коем случае не вмешивается. Затем он говорит им, что она была очень мягка с ними на тренировках, так что они поживут с ней некоторое время, чтобы стать намного сильнее. Там она быстро уходит, потому что за ними гонятся две ведьмы из мастерской, которые хотят их арестовать. И во время смены сцены принцесса пролетает над городом, чтобы убить их. Он поднимается из руин и останавливается над храмом. Там они находят Викена, который удивлен тем, как быстро он обнаружил их убежище. Увидев Ла Джекфрут, атакует ее своим мечом, но Ла Джекфрут защищается, бросая бомбы. После этого мы возвращаемся в мир грез, где Эль Прота встречается с профессором Микаге. Там он рассказывает ей, что именно ему было поручено стереть все воспоминания, которыми он поделился с принцессой. Тогда Прота расстраивается, когда профессор случайно говорит что-то настолько важное, как будто его буквально ничего не волнует. Но в этот момент ведьма начинает бросать в него бомбы, поэтому Микаге не может поверить, что враг тоже появляется в этом месте. После этого мы возвращаемся в храм, где Аяка продолжает безуспешно атаковать Вен, так как каждый раз, когда она пытается это сделать, взрывается бомба. Однако после нескольких попыток принцессе удается причинить ему вред. Тогда злодейка вспоминает, что когда она заперла свою мать, та сказала ей, что ее дочь все еще на улице. И что она также упомянула, что Аяка ее лучшая ученица и ее величайшая работа. Потом они показывают нам, что перед отъездом единственный способ, которым принцесса могла набраться сил, это соединить свое тело с телом Проты. В комнате она попросила у него прощения за то, что сделала это во сне, но у нее не было другого выбора. Тогда мы видим, что она явно раздевает Прота и тоже начинает снимать с него одежду. Однако, несмотря на ее усилия, победить ее невозможно. К тому же Вкен вызывает гигантских монстров, готовящихся ко второму штурму. Во время смены сцены профессор Микаге решает разбудить Прота, так как он является целью ведьм и может быть опасен, если останется в мире снов. Прежде чем ты это сделаешь, предупреди его, что почувствуешь небольшой шок. Сразу после этого Прота просыпается в приподнятом настроении и смущается, увидев, что он лежит обнаженный. Он быстро требует, чтобы Тори немедленно отвела его к принцессе. Позже, когда они собираются прибыть в храм, Вен взрывает очень, но очень мощную бомбу, больше, чем она уже взорвала ранее. Тогда Прота понимает, что там, где осталось это место, все идет как можно быстрее. После вспышки Викен признает, что принцесса была сильным противником. Позже Прота находит ее под обломками и просит его использовать свою силу, чтобы остановить ее, потому что если он этого не сделает, погибнет много людей. Там он передает ей всю свою энергию, и принцесса говорит ему, что он позаботится о том, чтобы победить ее. Затем он трансформируется и наступает Викен на голову, оставляя ее прижатой к земле. Там он просит у нее детонатор бомбы, но ведьма с улыбкой отвечает, что она очень опаздывает и явно приводит в действие устройство. После этого Прота может почувствовать, что в мире грез все люди умирают из-за этого взрыва. Поэтому она решает сломать еще одну из печатей, несмотря на то, что Аяка настаивала на том, чтобы она этого не делала. Однако, когда он пытается это сделать, его тело не реагирует на него, потому что он очень истощен и теряет сознание. Когда он теряет сознание, он появляется в мире белой принцессы, который полон цветов и маленьких существ. Она комментирует, что я уже предупреждал его, чтобы он не попадал в ситуации, когда ей может понадобиться его помощь. Вермилиан предлагает ей, что если она хочет вернуть город и всех людей, которые в нем живут, она должна отдать ему свою жизнь сейчас. Эль Прота принимает это условие нет, потому что если он умрет, то умрет и Джека, поскольку они оба связаны этой связью, о которой они нам говорили в начале. Подумав об этом, Прота очень сожалеет, но он должен спасти всех людей, чтобы это не стоило ему жизни. Тогда он кричит Эвермиллиону, чтобы тот передал ему власть, оставив принцессу в полном шоке.
Там мы видим, как город начинает восстанавливаться, оставаясь как ни в чем не бывало. После этого Аяка бежит к Проте и просит его остановиться, но он извиняется перед ней и рассказывает, что заключил сделку, чтобы обменять свою жизнь на жизнь других. И в слезах просит его остаться. Признайся, что в этой сделке она тоже участвует. Тогда принцесса обнимает его, говоря, что она все равно не может жить без него, поэтому все, что он решит, будет хорошо и для нее. Однако она и не думает позволять Эльпроте умереть. В этом она взывает к небесам, взывая к Вермиллиону с просьбой использовать ее жизнь в обмен на жизнь Эльпрота. Ее трансформация немедленно исчезает, и она падает на землю в обмороке без видимых признаков жизни, но как только Прота приближается, чтобы помочь ей, Вики вонзает кинжал ей в спину, шепча ей на ухо, услышав, что теперь он сможет сопровождать свою возлюбленную в загробной жизни. В этот момент он вытаскивает нож из тела и протыкает ее, явно бросая на землю. Однако не в состоянии убить ее и намеренно пропускает удар, потому что он говорит, что так его будут бить, сколько бы раз он ни делал. Он сделает все, чтобы спасти человека, стоящего перед ним. Тем не менее, это истощает ее энергию и обрушивается на нее. Тогда Викен встает и просит прощения за то, что ударил его ножом. Затем предлагает ему выздороветь к их следующей встрече и посылает приспешника, чтобы тот залечил его рану на спине. Выходя из церкви, встречает Крануара, который находится со своим товарищем Рептилией. Тот приветствует ее, говоря, что наконец-то встретил девушку-бомбу, которую так долго искал. «Я искал. Следуй за Тори, войди в храм и найди Прота, держащего Джаку на руках». Там он сообщает всем, что принцесса, к сожалению, умерла. После этого мы видим эпизод, в котором город вернулся к нормальной жизни и никто не понял, что произошло. Викен и Крануар вместе идут по улице, пока не решают уладить свои разногласия и не начинают ссориться на глазах у всех. Затем мы возвращаемся в храм, где профессор Микаге общается с Протоном через марионетку. Этот пытается дать ему решение, как оживить Джаку. Там он просит его нарисовать на земле магический круг и поместить принцессу в центр. Ей скучно, потому что она думала, что это даст ей гораздо больше борьбы. Затем покажи всех ведьм в башнях, которых она поймала и пытала все это время. В этот момент мы видим, что Викен сожалеет о том, что проиграла, несмотря на то, что много лет планировала все свои ходы. Потом мы возвращаемся в храм, где должна состояться реанимация принцессы. Микаге говорит Проте, что процедура будет очень простой, потому что ему нужно только порезать ей палец, а затем поцеловать ее. Услышав это, он очень стесняется этого делать, однако он готов попробовать это ради нее, поскольку в тот день, когда она превратилась в камень, этот метод был применен. Это сработало для нее, так что теперь все не должно быть буквально по-другому. Тогда он готовится к действию, и когда он собирается соединить свои губы с ее губами, он решает сменить направление, поцеловав ее в лоб. Учитель на теле куклы заставляет его поцеловать ее в губы, но в этот момент мы видим, что это не так необходимо, потому что принцесса автоматически просыпается. Впоследствии Казан прибывает в то место, где Хрануар держит Викен в ловушке. Там директриса объясняет, что с первого дня она смогла выйти из камеры, в которой буквально находилась, но хотела позволить молодым людям немного поссориться. Затем она просит Крануара передать ведьму ей, так как она должна убедиться, что она будет должным образом наказана. Однако не думает, что она легко сдастся, и трансформируется, чтобы начать битву с Казани, точно так же, как они это делали на протяжении веков. Но после нескольких ударов директор оказывается победителем. А затем, во время смены сцены, мы узнаем настоящую причину, по которой ни Прота, ни Аяка не умерли, несмотря на то, что у них был контракт на всю жизнь. И это потому, что когда я был ребенком и заключил контракт, он поставил на карту все. Условие, при котором, если Аяка окажется в опасности, я освобожу ее от этого соглашения. Вермиллион комментирует, что он не должен был обещать этого в контракте. Кроме того, сделка за его жизнь была расторгнута, потому что он использовал свое желание, чтобы спасти город. После этого профессор Микаге рекомендует ему больше не быть таким небрежным со своей жизнью. Впоследствии он говорит ей, что ему пора просыпаться, так как принцесса ждет его, поэтому Прота открывает глаза и явно входит в комнату. Он мгновенно вскакивает с кровати, чтобы проверить состояние Джеки, но она наблюдает за ним со стороны и дает ему хорошие советы дней. И увидев ее, Прота явно наполняется счастьем. Потом они идут в школу, и он замечает, что ему кажется, что произошедшее было не более чем сном, и она говорит ему о том, что город был спасен благодаря ему. На что Прота отвечает ему, что этого не будет, так было бы и дальше, если бы не ваша помощь. И там он говорит ей о том, что надеется, что они всегда будут жить в мире, как сейчас. Но принцесса заканчивает фразу тем, что говорит о том, что надеется всегда быть рядом с ним. Внезапно появляется группа башен, как обычно, готовых противостоять ей, чтобы похитить Прота.
В этом случае Хаика, даже не используя магию, поднимает край Чиимэй за головы, в то время как остальные плачут от страха. И наконец мы видим, что Прота радуется и думает, что каким-то образом это возможно. Вроде все вернулось в городе и в целом в вашей жизни в нормальное русло. И на этом аниме заканчивается. И если ты дошел до этой части видео, не забудь прокомментировать секретное слово, которым будут ведьмы. И не забудь оставить свой лайк, нажать кнопку подписки и активировать колокольчик, что чрезвычайно важно. Кроме того, если вы хотите поздравить меня в одном из видео или хотите порекомендовать мне аниме, чтобы подвести итог в следующем видео, подпишитесь на меня в Instagram, где вы будете по ссылке в описании и в разделе видео. В комментарии исправлено, так как очень скоро я буду приветствовать всех, кто последует за мной туда. И не говоря больше ни слова, Пинья Колоса прощается.